Ребята, всем привет! Сегодня я в парке Патриот, и я вам расскажу про немецкую бронетехнику в масштабе 1:1, потому что мы в 35-м масштабе вы у меня могли увидеть на канале. Итак, поехали! Посмотрим мою экскурсию. Очень уникальный экспонат – это первый панцер. И заметьте, как ему там тесно, этому манекену. Началось немецкое танкостроение с машины «Панцер-1». Конечно, это был не совсем танк, а скорее танкетка. У него не было тяжелого вооружения, и воевать этот танк мог только используя два пулемета, установленных на башне. И самое удивительное, что такими танками немцы смогли завоевать половину Европы. Немцы назвали этот танк «маленьким тигром». У него пулеметы, и он предназначен для борьбы с пехотой. А этот танк хоть и имеет название «Панцирь-1Ф», но к предыдущей машине имеет слабое отношение. Это мини-тигр. Внешне они имеют некоторое сходство. Этот танк задумывался специально для борьбы с партизанами. Развитие немецкой бронетехники продолжалось в танке «Панцирь-2», и у него уже было пушечное вооружение. В экспозиции музея он расположен не очень удачно, но о нем я как-нибудь подробно расскажу в другой раз. Сзади меня самоходка Веспа, маленькая оса. Шасси «Панцирь-2» послужило базой для большого количества немецкой бронетехники, например, для самоходной гаубицы «Веспы». Примечательно, что после окончания производства вторых «Панцеров» самоходку на его базе «Веспы» продолжили производить до 1944 года, а в классе легких самоходных гаубиц она признана одной из самых удачных того времени, главным образом благодаря компактности, хорошей подвижности и отличной баллистике орудия. А сейчас сзади меня Мардер. В переводе с немецкого это куница. Также на базе второго «Панцера» выпускался истребитель танков «Мардер-2». Острая нехватка танков вынудила Германию первой в мире вернуть массовое производство самоходных орудий. Неудивительно, если учесть, что САУ дешевле и проще в изготовлении, чем танки. Особая практичность немцев заключалась в том, что базой для их противотанковых самоходок служили устаревшие или трофейные образцы бронетехники, которые в большом количестве достались им во время кампании 1939-40-х годов. А это танк «Прага» на службе вермахта. И, кстати, у него очень классно сделан везеринг. Кстати, о трофеях. Немцы были знатными барахольщиками, но не от хорошей жизни. И везеринг – это термин из мира масштабных моделей. И, кстати, у меня есть второй YouTube-канал «Даша Моделист», где я воспроизвожу в масштабе увиденную мною технику. Ссылочки будут в описании. Изначально чехословацкий легкий танк конца 1930-х годов, созданный фирмой ЧКД, более известен под использовавшимся в нацистской Германии обозначением Panzerkampfwagen 38T, под которым выпускался после оккупации Чехословакии, считаясь на тот момент одним из лучших легких танков вермахта. Принимал активное участие в начальной стадии Второй мировой войны. А сзади меня находится самая удачная немецкая самоходка. Это Хетцер. Она маленькая, да, удаленькая. Панцер-38Т также послужил базой для большого количества бронетехники. Пример тому истребитель танков, широко известный под фронтовым прозвищем «Хетцер». Часто называют чуть ли не чудо-оружием, которое могло бы серьезно повлиять на ход мировой войны, появись оно на полях сражений немножко раньше. В его весовой категории практически не было бронемашин с настолько удачным сочетанием достаточно мощной брони, установленной под рациональными углами наклона, сильного вооружения и относительно низкого силуэта. Очень дальним родственником Хетцера можно считать Ваффентрагер, эрзац-САУ, которая должна была спасти Рейх, но, как мы все знаем, что что-то пошло не так. В ходовой части использовалось 8 опорных катков с рессорно-балансировочной подвеской и гусеничные траки от самоходной установки Хетцер. А сзади меня находится Панцер-3, основной танк Германии, и он в песочном окрасе. Панцирь-3 – рабочая лошадка вермахта. Не самый красивый танк, но тем не менее именно на таких машинах немцы дошли до Москвы. Кстати, именно этот образец танка отреставрирован до ходового состояния. Один из основных немецких средних танков в периода Второй мировой войны был Панцер-3 и является конкретным воплощением нацистской военной доктрины Блицкрига. Эти танки были основой немецкой бронетанковой силы в 1942 году, и именно им приходилось в основном воевать против наших КВ и Т-34. Война технику не щадит, и до нашего времени дожил всего лишь один танк этой модификации, да и то потому, что в 1942 году стал советским трофеем. Можно пройти мимо третьего штуга.
Смотрите, какой он желтенький. Действительно, пройти мимо такого знакового для немцев образца бронетанковой техники довольно сложно. За время Второй мировой войны промышленность Третьего рейха произвела более 9000 штук-3 всех серий модификаций, что делает эту САУ самой массовой бронированной машиной, поступившей на вооружение вермахта. Штук-3 оказался очень удачной самоходкой. Следует отметить, что в первой десятке немецких танковых асов 7 и 8 место занимают именно командиры этих САУ. Штук-3 оказался удачной самоходкой. Она обладала низким силуэтом и выдерживала удары снарядов основных советских танков, что делало ее отличным противотанковым средством, особенно если она действовала из осады. После окончания Второй мировой войны Штук-3 продолжал находиться на вооружении армий нескольких стран Европы и Ближнего Востока – Финляндии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Испании, Египта и Сирии. Последними боевыми действиями, в которых принимала участие эта машина, стала шестидневная война. А сзади меня находится немецкая рабочая лошадка. Это самоходная гаубица на базе 3-го Штуга. Тоже красивая машинка. 105-миллиметровая самоходная штурмовая гаубица предназначена для огневой поддержки пехоты на поле боя и разрушения полевых укреплений противника. Основным отличием САУ этого типа Штук-3 было более мощное орудие – 105-миллиметровая гаубица. Массовое орудие привело к сокращению объема пространства боевого отделения, иному размещению боекомплекта и некоторой доработке передней части рубки. Боекомплект САУ составлял 36 выстрелов с бронебойными, осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами. За характерную форму маски пушки немцы прозвали ее «свиная голова». Штук-40 – средняя по массе немецкая самоходная артиллерийская установка класса штурмовых орудий времен Второй мировой войны. Серийно выпускался на базе танка «Панцер-3». В сентябре 1942 года фирма «Алкит» изготовила боевые машины новой версии Штук-3 F8 с лобовым 80-мм бронированием. Дополнительные 30-мм бронелисты крепились на болтах. Цифра 8 в наименовании означала толщину лобовой брони в сантиметрах. В лобовой части рубки уменьшился угол наклона верхних передних листов в целях повышения снарядостойкости. К сожалению или к счастью, такая знаковая машина для вермахта используется как аттракцион для детей и не только, поэтому именно этот танк в этом видео будет показан в сокращенном виде. Лишь сейчас я отмечу, что ПЗ-4 активно использовались во всех боевых операциях до последних дней войны, и в том числе в уличных боях в Берлине. Помимо Германии, ПЗ-4 стояли на вооружении армий Венгрии, Румынии, Болгарии, Финляндии, а также в ряде других стран и в послевоенное время. У меня находится истребитель танков «Панцер-4». Кстати, обратите внимание на камуфляж. Он сделан в виде точечек, и не обязательно делать их аккуратно. На базе «Панцер-4» также было построено большое количество разнообразной специальной техники. Например, этот Як-Панцер-4. Як-Панцер-4 являлась одной из самых лучших средних САУ по обе линии фронта по состоянию на лето 1944 года. Конечно, не самое лучшее качество брони несколько обесценило удачное решение конструкторов по защите лобовой части. Но все познается в сравнении. Одноклассники Як-Панцер-4 у противников Германии были американские М-10 и советская Су-85. При схожих характеристиках орудий эти машины существенно уступали немецкой машине в защищенности, и в том числе из бортов. Еще одним преимуществом Як-Панцер-4 был очень низкий силуэт. Для истребителя танков это очень важно. Кроме того, подвижность машины оставалась на уровне ПЗ-4, то есть была вполне достаточной. А сзади меня находится самоходка «Брумбор». Кстати, обратите внимание, какая у нее маленькая пушечка. Штурмовое орудие было разработано на базе «Панцер-4» в 1943 году. Ее основным предназначением была непосредственная поддержка пехоты и танков во время боевых действий. Основное вооружение – 150-мм гаубица длиной ствола в 12 калибров. Гаубица раздельного заряжания монтировалась в просторную бронированную боевую рубку при помощи сферической маски. Несмотря на ряд недостатков, в целом идея создания «Хумель» была правильной. Благодаря наличию подобных машин в составе танковых дивизий, последние получили куда более маневренные артиллерийские подразделения. После войны концепция самоходной артиллерии крупного калибра как средство усиления танковых частей была взята на вооружение рядом стран, и в том числе и в СССР. Удачной оказалась и идея среднего самоходного лафета. Очень брутальная машина – это самоходка «Штурер Эмиль». И, кстати, обратите внимание, какой у нее красивый и насыщенный серый цвет.
Уникальность этой САУ в ее мощном для того времени 128 мм орудии, равных которому на тот период по пальцам пересчитать. Разработка САУ с мощным противотанковым орудием началась в 1942 году по приказу Адольфа Гитлера. Всего было произведено 2 САУ, и названы они личными именами – Макс и Моррис. Обе машины были отправлены на испытания в тяжелый противотанковый батальон вермахта. Принимали участие в боях под Сталинградом, где одна САУ была захвачена советскими солдатами, а вторая была уничтожена авиационным налетом советских самолетов уже в 1944 году. Сзади меня находится «Пантера». Это единственный экземпляр, который здесь представлен с реальными следами боевых действий. Есть и облезлая краска, и сколы, и все, что нужно для настоящего боевого танка. В целом же о «Пантере» можно сказать следующее. Немецкая военно-конструкторская мысль произвела на свет очень странный танк. Слишком большой и сложный для того, чтобы стать основной боевой машиной танковых дивизий, слишком капризный для глубоких операций, недостаточно бронированный для взлома вражеской обороны, но при этом до самого конца войны был способен эффективно уничтожать любую бронетехнику СССР и союзников. Немцы, по сути дела, в наступлении использовали «Пантеры» не как танки, а как самоходные артиллерийские установки, действия которых обеспечивались обычными тройками и четверками. В обороне «Пантеры» представляли собой превосходную противотанковую САУ. Осознав направление главного удара, немцы всегда могли приготовиться и встретить наших на заранее подготовленных позициях, в лоб расстреляв издалека, не давая зайти для атаки с фланга. Иными словами, «Пантеры» по ряду вышеперечисленных причин не отвечали требованиям современной на тот момент маневренной войны, стратегии и тактики глубоких операций. Но в тот момент, когда вермахт начал получать их в сколько-то больших количествах, ни о каких глубоких операциях разговоров уже и не шло. После Курской дуги, где дебютировали «Пантеры», вермахт окончательно и бесповоротно утратил стратегию инициативы и мог уже только защищаться, лишь огрызаясь контратаками. У Германии на повестку дня встал вопрос мобильной обороны, и для нее «Пантеры» оказались едва ли не идеальным танком. Дорогая и сложная, но в то же время не настолько, как «Тигр», а значит производящаяся в заметно больших количествах, заметно лучше, чем у «Тигра» мобильностью, с превосходно защищенной лобовой протекцией, с отличными показателями бронепробиваемости 75 мм пушки. «Пантера» по своим ТТХ замечательно подходила на роль противотанковой САУ подвижного резерва для обороняющихся войск. А это Як «Пантера». Она построена на базе «Пантеры», и обратите внимание, какие у нее катки. Они в шахматном порядке. Более известных немецких самоходок военного периода стала Як «Пантера». Эта машина создавалась на базе среднего танка «Пантера», но относилась она к тяжелым истребителям танков. Нередко именно ее называют лучшим немецким истребителем танков. Як «Пантера» сочетала в себе немалую подвижность, высокий уровень защиты, очень мощное орудие и, что немаловажно, имела оборонительное вооружение. Вместе с тем этот истребитель танков часто переоценивают. По-настоящему массовой эта машина стала лишь к концу 1944 года, а на советско-германском фронте первые Як «Пантеры» появились только в январе 1945-го. Кроме того, на эффективность машин данного типа сильно повлияла практика ее применения, и она далеко не всегда соответствовала тому, для чего Як «Пантеры» создавались. Наконец, самоходка оказалась далеко не самой надежной. Также без знаменитого «Тигра». Кстати, именно в таком окрасе я делала свою модель в прошлом году. Танк «Тигр» известен, наверное, каждому, уж точно каждому, кто хоть что-то слышал про Великую Отечественную войну. Его боялись, его видели в каждом силуэте немецкого танка. Против него создавали новые средства борьбы, на защиту от него и борьбу с ним ориентировались в разработках. И, прямо скажем, было за что. На момент своего полноценного появления в бою и еще примерно 1,5 года после, этот «Тигр» обладал поразительной защитой, очень существенной огневой мощью и хорошей подвижностью, что сочеталось с удобством экипажа и достаточной обзорностью. Помимо прочего, про этот танк ходит большое количество легенд и мифов. А сзади меня находится «Штурм Тигр». И обратите внимание, какой у него большой калибр. Брутальная машина. Согласны? 380-миллиметровая штурмовая мортира «Штурм Тигр» была создана после боев в Сталинграде для разрушения мощных оборонительных сооружений. Основным вооружением «Штурм Тигра» являлся корабельный реактивный бомбомет, установленный в лобовом листе рубки в шаровой установке. Бомбомет вел огонь ракетами с твердотопливным двигателем.
Ради меня как раз-таки Фердинанд, и точно такой же я собирала на своем канале. Несмотря на то, что САУ и Фердинанд применялись довольно ограниченно, они показали себя очень эффективным противотанковым средством. Командование Красной Армии к детищу Порше отнеслось очень серьезно. Появление Фердинанд на фронте прямо отразилось на разработке советских танков, танковых орудий и противотанковой артиллерии. Сзади меня легендарный танк, это «Тигр». И заметьте, какая у него окраска. Это такая же декаль есть в наборах от «Звезды». Ну, брутален же. Красный. Королевский тигр является ярким примером того, как лучшее становится врагом хорошего. В погоне за идеальным танком руководство Третьего рейха остановило уже налаженное производство вполне надежных и проверенных тигров. Однако новые танки оказались не столь хорошими, как ожидалось, и их запуск в серию вызвал провал в производстве тяжелой бронетехники. Это Як-Тигр. Сейчас вам покажу его поближе, и это самый большой истребитель танков. Як-Тигр стал венцом развития класса истребителей танков гитлеровской Германии. Большая неповоротливая машина, созданная на базе тяжелого танка «Тигр-2», имела объемную отличную бронированную рубку, в которой удалось разместить орудия большого калибра. Как и в случае с тяжелым танком «Тигр», немецкие конструкторы обратили свой взор на зенитную артиллерию, остановившись на 128 мм зенитном орудии «Флак-40». Получившаяся боевая машина была практически неуязвима в лобовой дуэли со всеми танками союзников. При этом и сам Як-Тигр мог легко поражать танки противника с очень больших дистанций. Маус является одним из известнейших немецких танков. Он стал самым тяжелым танком в истории, по крайней мере, среди тех, что были построены. Обычно мнение публики насчет Маус диаметрально противоположные. Одни считают, что этот танк был чуть ли не палочкой-выручалочкой для вермахта, а другие же приписывают детищу Порше славу той самой увесистой соломинки, что сломала хребет немецкой танковой промышленности. И, как обычно, истина где-то посередине. И вот такой у меня получился экскурс в историю. Напишите в комментариях, какой танк у немцев получился наиболее удачным. А также я вас приглашаю на канал Dasha Models, где я строю модели танков в масштабе. И также не забывайте подписываться на канал Dasha Техник, ведь тут я показываю технику и говорю о ней. Так что до новых встреч. Пока-пока.